Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, у нас нет общей границы. Участие в соглашениях о свободной торговле. Они тоже будут закрыты. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. И так далее, и так далее. Там очень много тем. Совсем другая история. Мы просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Путин угрожает Армении войной. Владимир Путин назвал войну в Украине результатом ее попыток вступления в ЕС. С 2014 года Москва все время утверждала, что причиной было желание Украины вступить в НАТО, а теперь вдруг оказывается, что дело в Евросоюзе. Ни разу со стороны России подобного не звучало. В контексте нынешних событий в Армении и ее стремления к вступлению в ЕС это уже звучит как прямая угроза. Также угрозой выглядит и другая фраза. Для граждан Армении в случае выхода из ЕС будут действовать обычные требования к мигрантам, заявил Путин. Если послушать этот путинский бред, то выходит, что война против Украины началась из-за разных фитосанитарных норм. Мы-то не были против вступления Украины в ЕС, вещает дед. Ага, не против, но войну начал. Заврался дальше некуда. Россия повысит цены на энергоносители для Армении в случае ее выхода из ЕАЭС, заявил Владимир Путин. Мы вынуждены будем по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть, сказал он. Ереван при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, принятым в рамках объединения. Также Армения столкнется с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и ужесточением требований к своим автоперевозчикам. Повышение цен на энергоносители, по оценкам разных экспертов, приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении, продолжил Путин. К гражданам Армении в случае выхода из ЕАЭС будут применять те же требования, что и к другим мигрантам. В частности, им нужно будет получать патенты для работы, а для получения доступа к ОМС прожить в России не менее 5 лет, отметил президент России. Если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней объективно придется свернуть, заявил Путин. Президент России перечислил последствия такого сценария. По его словам, армянам придется покупать патенты для работы в России, и об этом нужно честно говорить. Придется также возвращать разрешительный порядок для армянских транзитных перевозчиков. И, конечно, придется повышать цены на энергоносители. Не менее важен и вопрос поставок армянской продукции на рынок России. Куда пойдет армянское вино при выходе из ЕАЭС? В Испанию? Италию? Во Францию? Задался вопросом Путин. Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы референдум по вопросу возможного вступления в ЕС или продолжения участия в ЕАЭС в Армении состоялся как можно скорее. Теперь решение за армянским народом. Как решат, так и будет. Но потом не обвиняйте никого, когда газ, бензин, свет и продукты начнут дорожать в 2-3 раза, если выбор будет сделан в пользу ЕС. На долю России приходится 86% всего инвестиционного капитала, вложенного в Армению, подытожил Путин. Владимир Путин пытается подать ситуацию так, будто он уважает выбор армянского народа и желает Армении только добра. Но если внимательно прислушаться к словам про украинский сценарий, это уже выглядит не как совет, а как прямая угроза на случай неправильного выбора. Самое интересное в том, что вопрос вступления в ЕС решает не Никол Пашинян и не правительство Армении. Власти уже много раз заявляли, что окончательное решение будет принимать народ Армении через референдум. И вот здесь возникает проблема. Для российской политической системы сама идея того, что народ может принимать стратегические решения, чужда. Там у людей нет свободы выбора путем голосования. Поэтому они постоянно пытаются представить ситуацию так, будто в Армении то же самое, и что это лично Пашинян куда-то ведет страну. Но именно для таких вопросов и существует референдум. Когда речь идет о судьбе страны на десятилетия вперед, решение должен принимать народ. Это нормальная практика любой демократической страны. То есть по факту угрожают не правительству Армении, а самому армянскому народу. Как они вообще через силу хотят заставить армянский народ полюбить путинский режим? Путин, по сути, говорит следующее. Мы совсем не против вашего выбора. Мы уважаем ваш суверенитет, независимость и право самостоятельно принимать решения.
Но если вдруг ваши фитосанитарные нормы, торговые правила или внешнеполитический курс перестанут совпадать с нашими, не переживайте, мы обязательно поможем. Сначала запретим ваши товары, потом газ, потом создадим проблемы с мигрантами, затем расскажем по телевизору, что вас захватили плохие люди. После этого объясним, что вы сами во всем виноваты, и в итоге придем спасать вас от последствий вашего собственного выбора. Потому что мы искренне уважаем право народов на выбор. Правда, только в том случае, если они выбирают именно так, как нам нравится. Мы совсем не против вашего вступления в ЕС. Просто если ваши стандарты вдруг станут другими, мы вас разбомбим, захватим, сделаем частью России, а потом напишем в книгах о том, как вы сами нас об этом попросили. Мы вас настолько любим, что готовы запретить вам выбирать кого угодно, кроме нас. Исключительно ради вашей безопасности, стабильности и многовековой дружбы народов. Если что, это был сарказм, направленный против логики российской пропаганды. Отметим, что в преддверии парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня, страна столкнулась с беспрецедентным потоком дезинформации со стороны Кремля. The Insider выяснил, кто создает эти фейки, и обнаружил, что за известной пропагандистской газетой в Армении Wyoming Star стоит связанный с ФСБ профессиональный доносчик Александр Ионов. А за координацию интернет-фейков, по данным расследования, отвечает в том числе политтехнолог Андрей Перла, подрядчик администрации президента, которого ранее обвиняли в дезинформационных кампаниях в Европе, США и Латинской Америке. Россия, по данным западных разведок и правительственных чиновников, активизировала тайные усилия по подрыву позиций действующего руководства Армении в преддверии выборов. Москва, как утверждается, опасается, что победа нынешних властей может закрепить переориентацию Армении на Запад. По данным Reuters, со ссылкой на 5 представителей западных разведслужб и документы, с которыми ознакомилось агентство, планы Москвы включают кампании по распространению дезинформации в пользу пророссийских кандидатов, а также более масштабные сценарии влияния на результаты голосования, включая возможную организацию участия десятков тысяч граждан Армении, проживающих в России. Сообщается, что в октябре Кремль создал структуру, известную как Управление стратегического сотрудничества и партнерства, которое, по словам источников, курирует операции влияния в Армении. 5 источников также утверждают, что в последние месяцы российские чиновники обсуждали возможность доставки проживающих в России армян для голосования за оппозиционных кандидатов. По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, в разведсообществе идут споры о том, насколько реалистична такая схема, однако ее обсуждение воспринимается серьезно. По оценкам источников, обсуждалась даже стоимость подобной операции – порядка $50 миллионов для возможной мобилизации около 100 тысяч избирателей. К середине мая, как утверждается, также обсуждалось распределение квот по регионам и отчетность о подготовке подобных мер. Все эти данные, по словам собеседников, остаются на уровне оценок и разведывательных выводов и не были официально подтверждены сторонами. Кремль опубликовал заявления лидеров России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана по Армении. Страны ЕАЭС требуют от Армении определиться между ЕС и ЕАЭС. Лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением, призвав Ереван в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум о выборе между вступлением в ЕС и дальнейшим пребыванием в ЕАЭС. В заявлении говорится, что страны Союза обеспокоены рисками для экономической безопасности ЕАЭС из-за курса Армении на евроинтеграцию. Участники объединения также поручили подготовить к декабрю 2026 года доклад о последствиях возможной приостановки участия Армении в ЕАЭС. В России, как утверждается, уже не пытаются завуалировать решение о запрете экспорта армянских товаров надуманными предлогами о несоответствии качества и открыто заявляют о политическом характере этих мер. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ограничения на импорт отдельных товаров из Армении направлены на предотвращение негативных событий. Ограничения в сельскохозяйственном секторе для России не важны. Более чувствительными будут вопросы, связанные с газом, сказал он. Напомним, что Россия уже запретила ввоз из Армении цветов, ряда алкогольной продукции, сельхозтоваров и минеральной воды.
Я не понимаю, почему армяне России себя успокаивают тем, что они смогут стать своими в доску и переплюнуть по патриотизму русского. Куча моих знакомых армян унижают действующую власть Армении, доказывают, что только в России наше спасение, и только так, по их утверждению, можно сохранить традиционную идентичность, хотя сами они уже являются частью русской культуры. Господи, неужели непонятно, что в России мы никогда не будем своими? Если мы им придаток, то о нас вспоминают лишь тогда, когда требуется направить агрессию против чужих, при этом первыми жертвами нередко становятся армяне. Если мы независимы, первыми вспоминают нас, когда нужно ввести запреты, когда нужно уничтожить. То есть, как бы мы ни извивались перед Россией, все равно мы тут чужие и первыми будем отдуваться за все. Добавлю от себя. Я уже устал повторять, что даже самые сервильные армяне никогда не станут в России своими. Никогда. Они всегда при любом раскладе были и будут расходным материалом. И в конце добавим, что на фоне путинской истерии по отношению к Армении в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами Америки стороны договорились о сотрудничестве в сфере поставок американской военной техники и оборудования по линии программы Foreign Military Sales. Данный механизм представляет собой официальную правительственную программу продаж вооружений, которая создает для Армении институциональный канал доступа к оборонной продукции и сопутствующим сервисам США. Ранее сообщалось о заключении контрактов на поставку военного обмундирования и беспилотных летательных аппаратов MQ-35AV BAT. Теперь, судя по всему, закупки американских вооружений приобретут масштабный характер. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.